Всем привет, меня зовут Вика. В этом видео я хотела бы рассказать вам то, что ни в коем случае нельзя делать со своей стомой. Поскольку в последнее время я натыкаюсь на огромное количество информации о том, как якобы ухаживать за стомой правильно, и если честно, слушая и читая эти советы, у меня просто идет кровь из ушей и глаз. Боже, извините, что это звучит так грубо. Просто для меня мой блог — это огромная ответственность, и прежде чем что-то ляпнуть на своем канале, и практически каждое видео я согласовываю со специалистом из стоматокабинета, потому что мой блог для меня огромная ответственность, и для меня самое важное — это помочь вам, а не навредить. Так что вот 5 ошибок в уходе за стомой. Первое правило. Нельзя использовать средства по уходу за стомой, которые не предназначены для ухода за стомой. Казалось бы, такое простое правило, но почему-то некоторые стомированные люди советуют другим стомированным людям нарушать это правило. Ни в коем случае нельзя вместо очистителей для кожи вокруг стомы использовать любые антисептические средства, такие как перекись, спирт, алкоголь и другие. Все это сильно сушит кожу, удаляя тем самым ее природный, естественный защитный барьер, делая кожу более уязвимой к попаданию бактерий и механическим повреждениям. Также, если вы используете специальные очистительные средства для кожи вокруг стомы, которые содержат в себе ПАВы, такие средства обязательно нужно смывать проточной водой. Ни в коем случае нельзя использовать детскую присыпку на поврежденную мацерированную кожу, вместо специально для этого созданного порошка от Колопласт, пудра Колопласт. Что вы хотите сделать с помощью детской присыпки? Заживить свои ранки, подсушить их? Также нужно исключить из использования покупные влажные салфетки, которые содержат спирт или ухаживающие, увлажняющие лосьоны. На самом деле этот список можно продолжать бесконечно. Вы просто не поверите, насколько люди изобретательны, и иногда такие изобретения до хорошего не доводят. Второе правило. Ни в коем случае нельзя носить калоприемник дольше заявленного производителем срока. Даже если у вас ничего не чешется, не отклеивается, если вы носите однокомпонентный калоприемник, то это от 1 до 3 дней, если двухкомпонентную систему от 3 до 5, максимум 7 дней. Производители специально создали 2 категории калоприемников для разных категорий людей. Если вы такой любитель носить калоприемник до недели, выбирайте двухкомпонентную систему, чтобы ежедневно очищать область вокруг стомы от каловых масс. Если мне пишут, что они носят калоприемник однокомпонентный спокойно до 12 дней, и у них все в порядке с кожей, поверьте мне, это пока. Человек не знает, что будет с его кожей через 10 лет вот такого ношения калоприемника и таком пренебрежительном отношении к своей коже вокруг стомы. Носить адгезив до 2 недель на коже, ваша кожа вам спасибо точно не скажет. Третье правило касается герметика. Ни в коем случае нельзя соскабливать герметик со своей кожи. Кто-то из вас, наверное, сейчас удивится, а кто-то нет, потому что некоторые люди соскабливают прилипший герметик либо ногтем, либо ножничками с округленными кончиками, которыми они вырезают отверстие в пластине. Так вот, друзья, для этого специально придумано очистительное средство. Это либо антиклейнил так, либо желтый лосьон от Колопласт. В желтых бутылочках продается на масляной основе, которую обязательно нужно потом смывать проточной водой. И все, и ваш прилипший герметик отойдет от вашей кожи с легкостью и без проблем. Скоблить свою кожу не надо. Также нельзя применять герметики различных видов для приклеивания адгезива, кала и мочеприемника. Из названия понятно, что герметик для герметизации внутреннего шва. Четвертое правило. Вы, конечно, очень удивитесь, но нельзя носить калоприемник без пояса, если на калоприемнике есть ушки для этого самого пояса. То есть, если на калоприемнике есть ушки для крепления специального пояса, то производитель предполагает эксплуатацию этого калоприемника вместе с дополнительной фиксацией и днем, и ночью, а особенно это касается конвексных пластин. К сожалению, об этом правиле я узнала совсем недавно, как раз таки, когда задумалась сделать такое видео об ошибках по уходе за стомой, обратилась к специалисту в стоматокабинет,
И когда мне рассказали об этом правиле, я такая, what? Что? У меня всегда был калоприемник с ушками. Я только в самом-самом начале носила этот пояс, просто потому что я боялась потерять пластину по дороге, и это сразу после операции у меня был такой страх. И я носила этот пояс. Как только я освоилась и привыкла к калоприемнику, то я и перестала носить этот пояс. Но у меня не конвексная пластина. Мне специалист сказал, что ношение пояса является обязательным для калоприемников, конвексных калоприемников, которые имеют специальное крепление, ушки для этого самого пояса. Носить пояс в таком случае нужно и днем, и ночью. 5 правило выделяю жирным шрифтом и красным маркером. Самое важное, что вы должны понять, друзья, что за последствия будете отвечать вы, а не тот человек, который дает вам советы. То есть лечить пересушенную, раздраженную кожу придется вам. Поэтому я настоятельно рекомендую из видео в видео постоянно обращаться к специалистам в области стомированных людей. Благо сейчас есть уже и видеоролики на русском языке совместно со специалистом. Ссылка у меня была в видео про новости. Также в инфобоксе к этому видео я оставлю номер телефона с часами режима работы этого номера телефона, куда вы можете писать в WhatsApp про свои проблемы со стомой. Если вы не из Москвы и у вас в городе нет стома-кабинета, то по этому номеру телефона с вами даже совершат видеосвязь, чтобы точно посмотреть, что у вас не так со стомой. Туда звонить не нужно, туда нужно только писать, только в случае, если у вас есть какие-то вопросы и проблемы касаемо стомы. Это номер телефона специалиста из стома-кабинета. Соблюдая правила по уходу за стомой, можно статистически и достоверно повысить эффективность, снизить риски и избежать проблем. Друзья, расскажите мне, пожалуйста, в комментариях, какие из ошибок, которые я перечислила, возможно, вы допускали или допускаете, или, возможно, у вас есть какие-то свои ошибки, которые привели к не очень хорошим последствиям, потому что список таких ошибок просто бесконечен, но мы с вами будем благоразумны, будем хорошо фильтровать информацию, которую нам дают. И спасибо вам за просмотр. Мы с вами увидимся в следующих видео. Здоровья вам, хорошего настроения. Сейчас будет такой небольшой постскриптум, если кто-то вообще досмотрел это видео до конца. На самом деле у меня очень много сценариев написано во время карантина. Я очень часто снимаю видеоролики. Но проблема в том, что, точнее, это не проблема, но небольшая загвоздка в том, что они выходят реже, чем я хотела бы, потому что я решила добавлять на каждые видеоролики субтитры на английском языке, чтобы дать возможность людям, не русскоязычным людям, смотреть мои видео. И поэтому монтирование таких видео с субтитрами у меня занимает теперь в 3-4 раза больше времени, чем раньше. То есть сейчас я монтирую видео по 8-12 часов, иногда не один день, смотря сколько по времени длится видеоролик. Если у вас есть какие-либо пожелания или идеи для будущих видео, то я буду рада, если вы поделитесь ими со мной в комментариях. А еще подписывайтесь на мой инстаграм, там происходит много всего интересного. Все, пока!